Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы с вами будем рассматривать достаточно такой экстремальный ремонт купальника. Иногда случается так, что рвется сетка на купальнике, либо в случае за что-то зацепилась. Здесь, как утверждает клиентка, произошло вообще что-то непонятное. Практически новый купальник, при надевании вот так вот лопнула сетка. Мы видим, что здесь был произведен такой быстрый ремонт, который смогли сделать на месте, чтобы девочка смогла выступить на соревнованиях. Вот сейчас мы убираем этот ремонтик. Нам нужно будет с вами каким-то образом убрать этот дефект. Всегда мы начинаем с того, что мы обозреваем вообще степень повреждения. Мы видим, что дырка у нас пошла по боку спинки, и, соответственно, нам нужно заменить сегмент купальника. В принципе, можно заменить сегмент купальника вот так. Да, то есть я стараюсь сделать так, чтобы швы визуально не были видны. То есть если мы меняем сегмент, то мы меняем его так, чтобы место стыка было трудно найти. Но здесь, конкретно в этом случае, я не пойду вверх до проймы. У меня здесь, видите, есть выход спереди аппликации, и купальник станет только лучше, если я эту аппликацию по подмышечной впадине пущу к элементу аппликации на спинке. То есть мы сделаем здесь такую, по сути, перемычку, что увеличит богатство купальника. Здесь в любом случае на спинке у нас есть две структурирующие линии, которые определяют нам фигурку девочки. Соответственно, здесь один желтый элемент, он не повлияет отрицательно на восприятие фигуры гимнастки. Для того, чтобы работать дальше, мне нужно на области, там, где у меня пойдут швы, убрать камни, для того, чтобы иметь возможность работать на швейной машинке и, соответственно, подрисовать потом, и впоследствии расклеить камнями. Сейчас я буду снимать камни горячей фиксации. Снимаются они точно так же, как и клеятся. Мы вложим внутрь купальника платформу расклеечную. Как делается эта расклеечная платформа, можно увидеть в наших уроках. Это, по сути, досточка, которая защищена от воздействия влаги термо- и влагоустойчивой пленкой и покрытая как минимум четырьмя слоями фланели. Сейчас я утюжком буду разогревать через тряпочку камушки, и пока они горячие, быстренько их снимать. Итак, я сняла камни практически уже со всего участка. Чуть-чуть с запасом снимаю, для того, чтобы иметь возможность оверлоком подойти поближе к тому месту, где я буду менять сетку. Мне осталось снять пришивные камни. Это мы будем аккуратненько срезать. Лучше, наверное, взять вспарыватель. Сейчас я взяла
фрагмент сетки, точно такой же, как у нас использовано здесь на купальнике. Моя задача сейчас подложить ее снизу, так, чтобы направление долевой нити абсолютно совпало с направлением долевой нити на купальнике. Сейчас для того, чтобы мне было удобнее работать, я его немножко обрежу по форме участка, который мы будем менять. Мы будем менять вот этот вот участок. Видите, я стараюсь совместить сейчас максимально направление долевой. Резать все равно буду с некоторым запасом. И сейчас я этот сегмент подкладываю под поврежденный участок. Так, теперь мне нужно приколоть выровненный участочек булавочками и нарисовать детали аппликации на калечку для вот этого участка. Теперь я приметаю этот участок наметочной ниточкой, чтобы исключить возможность выскакивания булавочки и потери плоскости дублирующей сетки. Сейчас нужно нарисовать на кальке прямо поверх детали, которую мы будем пристрачивать, аппликацию вот в стиле вот этой вот желтой аппликации. Сейчас я намечу грубенько направление элементов, а прорисовывать детально буду уже в более удобном положении. Ну, я думаю, что так будет достаточно. Теперь я обведу эти элементы фломастером, чуть-чуть подправляя их форму. И нашей обычной аппликационной техникой вырежу эти детали из бифлекса, наклею на купальничек и пришью. Про аппликационные техники вы можете подробно посмотреть в нашем курсе. Как видите, я положила аппликацию на место, куда собираюсь ее пришивать. Сейчас зафиксирую ее булавочками. Ну, собственно, сейчас все подготовительные работы закончены. Наша задача теперь пришить по контуру, не затрагивающему оверлочный шов, аппликацию. Причем вот этот элемент имеет смысл пришить уже после того, как я сделаю всю остальную аппликацию. Сейчас он пусть будет заколот так, но пришивать я его не буду. Буду пришивать вот здесь вот, здесь. Вот здесь у меня строчка пойдет.
Ну, собственно, таким образом у меня весь периметр необходимого к замене участка будет закрыт, за исключением оверлочного шва, который мы будем восстанавливать также на оверлоке. Шить я начинаю с участка, в котором больше всего булавок. Проверяем качество позиционирования. Все у нас чистенько получилось. Вот конкретно в этом месте имеет смысл строчку начать с заходом на желтую деталь. Сшить я сейчас буду красной ниткой. Имеет смысл сделать эту перемычку и потом подзакрасить ее черной краской, чем менять здесь или нитку на телеску, да. В любом случае перемычечку здесь лучше сделать. В конце красного участка я также делаю перемычку с заходом на соседнюю аппликацию. Видите, я прошила даже 4 раза туда-обратно. Это увеличит качество строчки. Здесь удобнее будет подойти с обратной стороны. Здесь я не буду доходить буквально где-то 7-8 миллиметров до оверлочного шва. Начну я вот отсюда. Это я делаю для того, чтобы сохранить позицию всего дублирующего участка, но не нарушить оверлочный шов. Оверлочный шов мы будем собирать на оверлоке, и потом остаточек вот этот мы продублируем строчечкой сверху. Сейчас при повороте очень важно пальцами проверить, не заломилась ли там, где сетка, и вроде бы ровно все. Некоторые неточности пришивания аппликации мы потом скорректируем красками. Так как мы решили пришивать вот этот элемент в самом конце, я сейчас просто продублирую место, где он будет пришиваться, булавочкой, и сейчас этот элемент сниму. Обрежу лишние нитки торчащие. И выверну деталь на изнаночную сторону. Я вкладываю в купальник книжечку для того, чтобы работать на ровной поверхности. Я могу сейчас убрать наметку. И сейчас очень важно быть точной. Сейчас я на расстоянии 5 миллиметров. Дальше оверлочного шва срезаю сетку. Это я делаю для того, чтобы сейчас уже распустить оверлочный шов, обрезать поврежденный участок сетки и закрыть оверлочный шов точно по
ориентируюсь по этому срезу. Все остальные припуски я могу срезать, но срезать я буду, оставляя где-то порядка 5 миллиметров, чтобы у меня прочно было все более-менее. Здесь вдоль аппликации, которую я пришивала, я могу срезать в край, потому что здесь у нас сетка дублирована самой деталью аппликации. Она, видите, пришита и с той, и с другой стороны. Получается такой двойной контур пришивания. Там, где контур пришивания одиночный, там, соответственно, я оставляю 5 миллиметров. И теперь мне нужно аккуратненько распустить оверлочную строчку. Сделаю это я с заходом чуть-чуть на рукавчик. Там нужно будет, правда, снять еще камушков чуть-чуть. Просто мне здесь нужно будет подчистить шов на пройме. Видите, он здесь лопнул чуть-чуть, одна ниточка. Это нужно, конечно, восстановить. После того, как я распустила шов, я могу чуть-чуть подчистить обрезанный контур. Теперь я вывернула обратно на лицо купальник. И сейчас я обрежу поврежденный участок в край шва. И теперь перед тем, как закрывать оверлочный шов, я восстановлю вот эти вот участки телесной ниткой. И сейчас мне осталось разобраться с оверлочными швами. Сейчас нужно сколоть и желательно сметать боковой шов. Прежде всего мы должны совместить пересечение двух пройм. Причем их желательно заметать даже вот перпендикулярно, чтобы на раскладке был потом хороший крест бокового шва со швом проймы. Сметываю детали я на расстоянии где-то 1-2 миллиметров от края предполагаемой строчки, чтобы потом наметку было легко вынуть. Проверяю, крест сошелся. Теперь аккуратненько я подвожу ткань под иголочки так, чтобы у меня был такой нахлестик одного шва на другой. И начинаю аккуратно шить.
Здесь на кресте очень внимательно, чтобы чистенько было. Теперь можно снять наметочную нитку. Проверяем качество шва. Крестик сошелся у нас. Здесь все хорошо. Теперь надо закрепить оверлочные ниточки. Я неоднократно рассказывала, как это делается в уроках. Теперь на жестком основании я закрепляю, раскладываю и закрепляю последний элемент аппликации. Им я дополнительно укреплю наше место сочленения двух элементов. На этом восстановительные работы по шитью у нас закончены. Мне осталось подкрасить элементы аппликации и расклеить камнями, что, собственно, мы и сделаем. Подробно эти моменты все освещены в наших уроках. Ну вот, собственно, мы видим результат реставрации. Мы подкрасили элементы, подклеили камушки. И я думаю, что будет трудно вообще кому-то разобрать, что здесь была реставрация. На этом все.